В Советском Союзе всегда было тяжело достать автомобиль иностранного производства. Тем не менее, некоторым знаменитостям удавалось приобрести престижные машины. В этой ситуации иномарки представляли собой не средство передвижения, а действительно роскошь, подчеркивая особый статус своих владельцев. Renault NN Владимира Маяковского. В конце 1928 года Владимир Маяковский купил в Париже автомобиль Renault NN. Эта машина предназначалась для его музы Лили Брик, которой он ни в чем не отказывал. Событие интересно тем, что в СССР Маяковский стал первым владельцем собственного автомобиля. В те времена на машинах ездили лишь представители партийно-хозяйственной элиты Ford A. Tudor Антонины Неждановой. Оперная певица Антонина Нежданова купила модель с двумя дверьми Ford A. Tudor в 1931 году. Серия этих автомобилей была выпущена в период с 1927 по 1931 год компанией Ford Motor Company. Bentley 4,1 Виктора Луи. Независимого московского журналиста Виктора Луи хорошо знали в кругах ценителей иномарок. Он был владельцем уникальной в СССР частной коллекции авто. В гараже Виктора насчитывалось более 10 машин, среди которых были как современные, так и старинные модели. Кабриолет Bentley 4,1 был настоящей жемчужиной коллекции. Автомобиль представлял собой работу кузовного ателье Erdmann und Rossi и был выпущен в 1938 году. Помимо этого, журналисту принадлежали Volvo 780, Land Rover, Porsche 911, Mercedes-Benz C107, Ford Mustang. Mercury медалист Галины Улановой. Знаменитая балерина не водила самостоятельно автомобиль, однако за свою жизнь имела несколько иномарок. Самым первым средством передвижения Улановой была Отечественная Победа, затем Волга, Peugeot, Citroën, подаренный Пьером Карденом, и Mercury. За рулем этих моделей можно было увидеть водителей Галины. Племат Савой Сергея Лемешева. Народный артист предпочитал автомобили американских производителей. В его собственности была модель Plymouth Savoy, выпущенная в 1959 году. Машина представляла собой седан черного цвета, отличительной особенностью которого были расположены по обе стороны багажника акульи плавники. Для тех времен автомобиль считался довольно мощным, до 230 лошадиных сил с 8-цилиндровым двигателем. Однако сам Сергей машину не водил. Matra Bonnet DJ Eat VS Юрия Гагарина. Во время пребывания во Франции первому космонавту понравилось маленькое спортивное купе Matra Bonnet DJ Eat VS, выпущенное в 1965 году. Поскольку Гагарин был человеком скромным, то к автомобилю проявлял сдержанный интерес. Однако для французов этот факт не остался незамеченным. По возвращению домой Юрия ждал подарок – ярко-синий автомобиль, который ему понравился. Модель имела двигатель в 105 лошадиных сил, а ее скорость составляла более 200 км в час. Oldsmobile Toronado Алексея Уланова. Известный фигурист владел иномаркой Oldsmobile Toronado с повышенной комфортностью. После своего отъезда на ПМЖ в Америку автомобиль Алексея был выставлен на продажу. Однако из-за баснословной стоимости реализовать его получилось не сразу. После того, как Уланов удачно продал свою машину, он оставил на заднем сиденье сумку с вырученными за авто деньгами, а сам ненадолго отлучился. Покупатели тут же ударили по газам, но скрыться им не удалось. Из-за недостатка моторного масла Oldsmobile Toronado заклинило на МКАДе. AMC Javelin Максима Дунаевского. В гараже отца Дунаевского, Исаака, всегда были престижные автомобили, поэтому Максим еще с детства привык к дорогим и качественным моделям. При первой возможности он приобрел себе Volvo 345, затем Mercedes и AMC Javelin.
Oldsmobile Cutlass Федора Шахмагонова. Автомобиль Oldsmobile Cutlass, бывший в собственности у писателя Федора Шахмагонова, относился к линейке моделей, производимых корпорацией General Motors. Ferrari Dino Ивана Дыховичного. Знаменитый актер и режиссер Иван Дыховичный был неравнодушен к автомобилям. В его гараже побывало несколько моделей, начиная с советской копейки. Первой иномаркой Ивана была Альфа Ромео. Затем иностранец-механик Дыховичного привез ему из Италии Ferrari Dino. Lincoln Continental Mark IV Ноны Мордюковой. Lincoln Continental Mark IV был выпущен в 1974 году. Автомобиль люкс-купе был укомплектован фордовским мотором 385 серии. Эту модель Нона Викторовна приобрела в подержанном состоянии, а через 2 года рассталась с ней по причине частых поломок. Buick Electra 225 Custom Александра Градского. Известный музыкант Александр Градский приобрел Buick Electra 225 Custom 1975 года выпуска, уже на 7-м году жизни автомобиля. Седан имел двигатель в 7,5 литра, мощность которого приравнивалась 230 лошадиных сил. Основными импортерами автомобилей на вторичный рынок в те годы были моряки. Chevrolet Corvette Stingray Альгиса Журайтиса. Знаменитый режиссер Альгис Журайтис, пребывая на гастролях в Америке, посетил дилерский центр Chevrolet, где ему сразу бросилась в глаза эта модель 3-го поколения. В первое время Corvette наводил страх на советских водителей своим агрессивным экстерьером. Mercedes-Benz W116 Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий считался самым известным владельцем иностранного автомобиля. В то время мало кто мог себе позволить пополнить гараж моделью Mercedes-Benz W116. Помимо этого, Высоцкий имел машины BMW 250 SST и Renault 16 TS, Volvo 244 Юрия Антонова. В 1984 году известный певец Юрий Антонов приобрел Volvo 244 и смог получить на него оригинальный государственный номер U3333MO. Автомобиль представлял собой красивый и довольно крупный седан. Сведений о его двигателе не сохранилось. Современным автолюбителям едва ли придется ощутить всю гамму эмоций и чувств, которые испытывали в свое время люди, впервые приобретая иномарку. Гражданам Советского Союза подобные автомобили казались волшебными и недосягаемыми. На этом все. Не забудьте написать в комментариях, у какой советской звезды был самый крутой автомобиль. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если бы хотели иметь один из них. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.